Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Арас и ослы попали в перестрелку. Рейхан и Метин идут к Халиту и говорят ему, что ослы давно не звонила. Когда Халит говорит, она и моя дочь тоже, Рейхан звонит ослы и узнает, что происходит. Когда ослы сообщают Рейхан, что Арас спас ее от перестрелки, а Серкана застрелили, Рейхан отвечает: «Хорошо, девочка, я поняла», и быстро уходит с Метином. В этот момент Халит получает известие о том, что его сына застрелили. Рейхан и Метин садятся в машину и уезжают, а Халит бежит за ними и стреляет. Ослы и Арас где-то садятся в машину Араса, и ослы молятся, чтобы Серкан не погиб, и просят Араса больше никогда так не делать. Арас говорит: «Я сделаю это, если это из-за тебя», останавливает машину, обнимает ее: «А что, если с тобой что-нибудь случится?» Ослы плачут: «Мне будет так страшно, если с тобой что-нибудь случится». Когда ослы и Арас возвращаются домой, ослы обнимают мать и братьев с сестрой, а Арас наблюдает за ними издалека, и их переживания проносятся перед его глазами, как в кино. Позже к ним приходит Фиген Ханем, заявляет, что во всем виноваты ослы, говорит: «Мне все равно, что с вами будет», и велит детям идти домой. Арас протестует, говоря, что ослы никуда не пойдет. В этот момент появляются Рейхан Ханем и Метин Бей, и ослы узнают, что Халит сбежал. Арас говорит, что они не отпустили ослы из-за этого, но Арас забрал ее силой. От людей Серкана, присутствовавших на месте происшествия, Халит узнает, что именно Арас застрелил его. Фиген Ханем пытается уговорить Араса отправить ее за границу, но Арас отказывается. Фиген, не сумев убедить Араса, идет к ослы, чтобы поговорить с ней и попросить ее уговорить его. Ослы, однако, беспокоятся, что Арасу нужно как можно скорее покинуть это место, его не оставят в живых. Хюлия также обеспокоена болезнью Фиген и просит ослы поговорить с Иртайханом, чтобы они не выгнали ее. Фиген подходит к ослы и умоляет ее убедить Араса уйти. Ослы подходят к Арасу и говорит, что ему пора уходить. Арас говорит, что с тобой будет, когда меня не будет. Я не могу спокойно жить за границей. Я не могу жить, не видя тебя. Ослы плачут и говорит: если Серкан умрет, если его отец выживет, он придет за ней. Они не шутят, они его убьют. Но Арас отвечает: у меня нет другого выбора. Я здесь. Я не пойду. Когда Арас собирается поцеловать ослы и сказать, что они пойдут вместе, в комнату врывается Сезен, говорит, что Халит Бей хочет с ней поговорить и протягивает ей телефон. Когда Халит говорит ослы, что накажет Араса, Арас отбирает у нее телефон, говоря, что он не сбежал и придет, если она скажет ему, где он. Ослы забирают телефон. Арас хватает пистолет и пытается подойти к Халиту, но ослы падают в обморок, пытаясь схватить его и остановить. Арас говорит, что не хочет уезжать из страны и что им нужна помощь Рызы. Метин звонит матери, чтобы увидеть его. Когда Хюлия и Рейхан обсуждают ее отношения с Метином, Мирьем подслушивает это и глубоко расстроена. Несмотря на настойчивые требования Фиген немедленно отправить Араса в аэропорт, она отказывается и идет встречать Ризу. Метин идет с ним, и в этот момент Мирьем, отчаянно ищущая его повсюду и не находящая, звонит ему и кричит, чтобы он немедленно вернулся домой. Фиген выхватывает у него телефон и, не в силах остановить, дает ему пощечину. Когда ослы узнают, что Арас ушел, она так успокоится в саду, что Сезен успокаивает ее: вы воссоединитесь. Когда Фиген звонит Халиту, Халит не дает им поговорить. Он также говорит: Рейхан, ты большой игрок, встречайся со мной. Рейхан отвечает: я не буду встречаться. Фиген расстроена и говорит: если бы это было ради ослы, ты бы пошел. Если с Арасом что-нибудь случится, я тебя не прощу. Я не вынесу потери сына. Рейхан звонит Халиту и договаривается о встрече. Рейхан придумывает для ослы другую историю, хватает пистолет из ее комнаты и готовится к встрече с Халитом. Метин Бей делает вид, что ведет Араса к Рызабею, запирает его в комнате и говорит, что он должен это сделать. Затем она звонит матери, чтобы сообщить ему об этом.
Фигин говорит Аслы, что им не удалось уговорить Араса пойти без нее, и что она не хочет идти без него, обещая защитить свою семью и уговаривая ее пойти с Арасом. Аслы говорит, что не сделает ничего подобного без одобрения Рейхан, и уходит. Рейхан встречается с Халитом и спрашивает об Арасе, но когда Халит говорит, что знает много способов вернуть его, Рейхан отвечает, что нет нужды в кровопролитии, она готова заплатить любую цену. Халит отказывается и просит ее сесть в его машину и поехать с ним. Прежде чем сесть, он просит ее сумку, говоря, что ему нужно ее проверить и убедиться, что она не устроит еще одну ловушку. Затем он ведет ее в свою машину. Сезин говорит Аслы, что уйти с Арасом, возможно, лучше, чем жить этой жизнью, потому что Рейхан Ханым действительно плоха. Она просто хочет увести тебя от нас и заменить собой дочь, чтобы облегчить свою боль. Аслы и Хюлья Ханым говорят, чтобы не говорила Сезин, я не могу сделать такое, не рассказав Рейхан Ханым. Хюлья Ханым знает, что она скажет. Если хочешь, я отведу тебя к Арасу. Аслы начинает размышлять в одиночестве, ее переполняют эмоции при мысли о том, что Арас сказал о ней. Она берет ручку и бумагу и пишет письмо Рейхан Ханым. Это мое решение, и я несу за него полную ответственность. Мне было очень трудно принять это решение. Выбор Араса сейчас лучший выбор. Она оставляет письмо, в котором ясно выражает свои чувства. Когда они по очереди прощаются со всеми, наступает очередь Фигин Ханым. Она говорит: «Мой сын верен вам». Аслы в последний раз обнимает братьев и сестер и уходит в слезах. Когда они отправляются в путь с Хюльей Ханым, Аслы не может сдержать слез. Размышляя над услышанным и расстраиваясь, Мирьем вспоминает истерики Фигин Ханым, например, «Хватит ревновать». Она также вспоминает, как Мелике узнала о человеке, за которым следовал Метин Бей, и как они шантажировали друг друга из-за этого. Когда Хюлья Ханым приезжает к Аслы и Арасу, Арса одновременно потрясена и счастлива. Пока Хюлья Ханым обсуждает, как Метин и Рейхан допустили такое, она узнает, что Хюлья пошла к начальнику полиции. Метин звонит Фигин Ханым и настойчиво спрашивает, куда делась Рейхан. Когда Фигин Ханым сообщает ей, что заключила сделку с Халитом, Метин приходит в ярость и говорит: «Если с Рейхан что-нибудь случится, то это буду я». Рейхан очень нервничает, когда едет с Халитом. Когда она говорит ему: «Все знают, я с тобой, я уверен, что ты не настолько глуп, чтобы причинить мне боль», Халит отвечает: «Может, я и глупый, я думаю только о мести сына». Когда машина останавливается, он открывает двери Рейхан, чтобы она вышла. Прощание Метина и Хюльи с Али и Арасом становится очень трогательным, все плачут. Рейхан и Халит прибывают туда, где она наставляет на Рейхан пистолет, и Рейхан подходит к ним, требуя выстрелить. Рейхан кричит, приходит в себя и несколько раз нажимает на курок, но пистолет разряжен. Затем они идут в место, где должны были поужинать с Халитом. Халит очень вежливо предлагает ей сесть за стол. Не сумев дозвониться до Халита, Метин просит Хюлью позвонить. Хюлья настаивает, чтобы она не свела Халита с ума, но Метин настаивает, чтобы она позвонила Халиту. Когда Халит отвечает, Метин допрашивает ее и говорит, что Рейхан – его контакт. Метин настаивает, что теперь он мой контакт. Халит говорит: «Если ты готова, приходи. Мы поужинаем с Рейхан и договоримся». Затем он вешает трубку. Когда Метин Бей говорит, что они идут к ним, Хюлья приходит в ужас. Когда он предлагает мне не приходить, Метин отвечает, что времени нет, мы пойдем вместе. Когда Рейхан Ханым настаивает, что хочет Араса, Рейхан Ханым отвечает, что не знает, где Арас. Халит много узнал о Балканах, и это очень удивляет Рейхан Ханым. Он угрожает: «Я решу этот вопрос либо кровопролитием, либо браком. Если ты хочешь решить это без кровопролития, Бирик, либо выдай моего сына Серкана, либо я разорву Араса в клочья, где бы он ни появился». Рейхан Ханым приходит в ярость, появляется Метин Ханым, и Халит Ханым говорит ему: «О чем ты говоришь? Я хочу твою дочь в жены, согласно повелению Бога и слову пророка». Хюлья Ханым в ужасе едет в машине и уже собирается выйти, чтобы тихонько проверить, что происходит, как вдруг ее застает Серкан.
Пока Серкан планирует их утренний маршрут, ослы ждет его. После того, как Арас повесил трубку, он подходит к Аслы и спрашивает, не жалеет ли она о своем приезде. Аслы отвечает: «Я думаю о госпоже Рейхан. Она еще даже не звонила. Она определенно в ярости». Арас спрашивает: «Мне действительно нужно это спросить. Это из-за давления матери?» Аслы отвечает: «Когда ты в это поверишь? Я здесь, потому что хочу». Арас говорит: «Мне нужно спросить тебя о чем-то серьезном. Когда мы говорили о переезде из Батуми в Америку, Аслы отвечает: у меня нет визы. Я знаю, что я гражданка Америки. Я могу выйти замуж и забрать ее с собой». Он опускается перед ней на колени, чувствуя, что его торопит. «Я так с тобой поступил», — говорит он. «Но я знал, что однажды этот вопрос возникнет. Я говорю это не для того, чтобы сбежать. Мы были совсем разными в начале, но я так сильно тебя люблю. Ты выйдешь за меня?» Спрашивает Аслы, и глаза ее наполняются слезами. Она надевает на палец кольцо, сделанное Арасом из трав, и говорит: «Я так сильно тебя люблю». Арас целует ее, обнимает и ведет в комнату. Метин очень злится на слова Халита и спрашивает: «Сколько ты хочешь?» Халит отвечает: «Кажется, мой вопрос не поняли. Если ты сможешь выбраться отсюда живой, то только благодаря моим добрым намерениям». Когда Метин и Рейхан собираются уходить, Серкан говорит им, что нашел Фулью у двери. Халид очень злится и приходит в ярость от ревности. Рейхан объясняет, что они мои гости. Серкан, поняв, что Метин, брат Араса, хватает его. Метин бьет его и отталкивает. Халид злится на него, говоря: «Ты не смеешь так обращаться с моими гостями», и Метин прогоняет мужчин. Халид избивает Серкана и ругает его за то, что он сделал. Он говорит: «Тебе следовало бы жениться на Бериджик, хотя бы на богатой». Когда Серкан говорит: «Если бы это была Аслы», Аслы избивает его, называя глупцом. Мирьем встречает кого-то и узнает о замыслах Мелике, ее удочерили. Она считает, что ее незаконно забрали от матери в младенчестве. В этом замешаны Фигин и Метин. Мирьем потрясена тем, что узнала. Когда Мелике просит больше информации, мужчина вручает ей список людей, которые могли бы быть ее матерью. Мирьем потрясена еще больше, увидев в списке Хюлью Гюнеш. Возвращаясь с дороги, Метин злится на Рейхан, недоумевая, как она могла так поступить. Когда Хюлья идет навстречу с Халитом, Рейхан злится, когда-то пытается намекнуть, почему она так нарядилась и что он ей нравится. Рейхан понимает, что звонит Аслы, и пытается дозвониться до нее, когда она звонит. Когда они приезжают в особняк, Фигин говорит ей, что хочет либо Араса, либо Бериджик, что поначалу очень беспокоит Бериджик и Мурата. Когда Рейхан спрашивает, почему Арас до сих пор не ушел, Фигин хочет ей все рассказать, но Рейхан хочет пойти к себе в комнату и увидеть Аслы. Когда Хюлья гонится за ней, спрашивая, почему они влюблены, почему ты не понимаешь. Рейхан бежит обратно в свою комнату, находит оставленное ею письмо, кричит и снова звонит Аслы. Мирьем возвращается в особняк, вооружившись всем, что узнала, и практически вне себя от ярости. Метин спрашивает: «Откуда ты в такой час, что у тебя в руке?» Когда Мирьем отвечает, что это явная картина твоей гибели, никто не понимает. Тем временем Рейхан и Хюлья подходят к Хюлье, требуя сказать, где она. Рейхан и Хюлья сомневаются в материнстве друг друга. Фигин говорит: «Я хотела, чтобы Аслы уехала. Они совершенно счастливы. Моя дочь больна. Если с ней там что-нибудь случится, вы все эгоистки. Вы не так много думаете, как я. Я заберу свою дочь и вернусь». Метин настаивает, чтобы Метин сказал им, где они. Метин говорит: «Аслы и Арас уезжают завтра. Они оба уезжают добровольно. Теперь они в безопасности. Я не могу сказать тебе, где они». Рейхан в гневе выходит из дома со словами: «Я найду свою дочь, ты ее не остановишь». Она зовет Халита, плача, Арас еще не ушел. Они уйдут завтра утром. Я не хочу, чтобы моя дочь уезжала. Халит отвечает: «Скажи мне, где Аслы».
Я передам ее тебе, не тронув ни единого волоска. Рейхан сначала говорит, что не знает, где они, но потом говорит, что у нее есть идея, и Халид говорит: «Я жду, возвращайся». Она вешает трубку. Когда Дерья звонит Арасу, он говорит ей, что Арас женится не на ней, а на Аслы, и Дерья приходит в ярость. Асли понимает, что звонит Рейхан, и хочет перезвонить. Когда Рейхан приходит к Халиту, Халид говорит ей, что приведет Аслы к нему, но Арас пострадает за то, что он сделал. Она говорит: «Скажи мне, где он, чтобы мы могли его найти». В этот момент звонит Аслы. Когда Аслы рассказывает ему, что уехала в Арас по собственной воле и что они собираются пожениться, Рейхан умоляет его вернуться. Аслы со слезами на глазах говорит: «Рейхан, мама, я так тебя люблю». Как только она кладет трубку, Рейхан снова звонит ей, но Аслы не отвечает, рыдая и обнимая Араса за шею. Меймет, все еще лежа в постели, говорит: «Я знаю Хюлью, я знаю Мелике, ты ее купил, все узнают». Метин пытается защититься. Когда Мирьем говорит, что знает, что Мелике – дочь Хюльи, Аслы, Метин ошеломлен. Мирьем говорит: «Смотри, ты и этому научился у меня. Мало того, ты начал спать с Хюльей. Я тебя уничтожу, Метин». Он выбегает из дома со словами: «Метин, даже если Метин тебя позовет». Затем она находит список родивших в больнице в день рождения Мелике, который кладет перед зеркалом. Метин звонит Мирьем, чтобы убедить ее поговорить, но Мирьем, сославшись на занятость, отказывается поддаваться уговорам и вешает трубку. Мирьем звонит Хюлье и говорит ей: «Я знаю, что было между тобой и Метином, и о Мелике. Ты убаюкала меня, глядя мне в глаза». Интересно, что скажет Халид, когда услышит. Хюлье умоляет: «Не говори ничего Халиту, он не оставит нас в живых». Но Мирьем отказывается и зовет Халита в галерею, чтобы встретиться с ним. Узнав, что не может, она оставляет ответившему мужчине записку: у Хюльи, матери их детей, роман с Метином, и это была жена Метина, Мирьем. Мирьем встречается с человеком, которому она поручила расследовать, являются ли Аслы и Мелике близнецами, и он увозит ее со словами: «Документы у меня в машине. Поедем со мной, если хочешь». Проснувшись, Аслы обнаруживает Араса и не находит его рядом. Она начинает искать его в доме. Не найдя, она выходит в сад, впадает в панику, видит его там и бежит обнимать. Затем Серкан и его люди нападают на место преступления, Арас хватает Аслы за руку, и они убегают. Когда Мирьем добирается до машины мужчины, он вводит ей наркотик, пока она одна. Она говорит: «К сожалению, Мелике меня не послушала. Жаль, что ты ушла». Он сбивает ее с ног и бросает в свою машину. Аслы, не в силах долго бежать, падает, задыхаясь. Аслы умоляет Араса: «Уходи, он ничего мне не сделает». Арас отказывается уходить. Аслы падает, пытаясь убежать, и их схватывают. Мужчины приводят Аслы и Араса обратно в дом и кладут их перед Серканом. Мужчины избивают Араса до потери сознания. Аслы кричит и умоляет, но Серкан игнорирует его. Когда он направляет пистолет на голову Араса, Аслы умоляет: «Я сделаю все, что ты хочешь, пожалуйста, не убивай его». Серкан тогда говорит: «Тогда ты пойдешь со мной, не говоря ни слова. Либо ты женишься на мне, либо Араса умрет». Аслы соглашается. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.